Привет всем! Меня зовут Сергей. Сегодня я вам расскажу, как сделать кулон-руну. Нам для этого понадобится железо листовое толщиной 1,5 мм, листовая медь толщиной миллиметр, проволока толщиной миллиметра 1,5 мм. Можно не обязательно медную, но просто у меня она есть. Остальной набор инструментов, в принципе, вы видите сами. Начнем. Размеры могут быть произвольные, но я делаю где-то 17 на 27 миллиметров. Отрезаем. Вот он наш кусочек. Отрезаем от него уголочки. Где-то 3 на 3 миллиметра. Получается вот такая вот заготовочка. Далее накладка медная. Где-то 20 на 15 миллиметров. Вырезаем из меди. Далее, как видите, здесь не идеально ровная форма всего этого, поэтому берем просто ножницы по металлу и начинаем хаотично обрезать все это. Получаем что-то типа вот такого. Дальше берем молоток. Как видите, здесь вот сделано что-то типа ковки. Добиваемся такого же эффекта молотком, просто расклепывая металл. В итоге получается у нас что-то типа вот такого. Берем наш кусочек меди и нацарапываем рисунок. Помечаем, как оно должно выглядеть. Надеюсь, оно будет видно. Дальше зубило и молоток. Получаем наш рисунок. Итак, следующий этап. Нам надо припаять вот это к вот этому. Для этого что нам понадобится? Припой, кислота для паяния и то, чем будем паять. Наносим кислоту для пайки. И начинаем. Далее охлаждаем это все или ждем, пока остынет. И обязательно отмываем в воде. Желательно с содой. Либо обильно под проточной водой, потому что дальше эта кислота начнет ржаветь, и красиво ничего у вас не получится. Вот они отмытые. Вот так вот выглядит примерно, чистенькие. Спаем их между собой.
Вот я спаял, что у нас получилось. Вот результат. Как видите, здесь припой местами у нас торчит. Он легко убирается, в принципе, ножом. Подрезается, отковыривается, подчищается, как угодно. Готовый результат должен выглядеть примерно вот так, чтобы не было вот здесь вот никаких следов припоя. Далее берем наждачку мелкую, лучше очень мелкую, я даже не знаю какая это, 120, и начинаем все это зачищать. Главное сглаживать вот эти вот края на самой медной пластине, тогда создастся объемный эффект. А так оно выглядит как просто припаянная фигня. Мы ее почистили. Далее здесь по уголкам керном намечаем 2 будущих отверстия. Сверлышко 2,5 мм. Далее берем сверло большего диаметра, в данном случае у меня 6, и делаем разинковку, чтобы не было острых краев. Вот так вот получается. Краешки гладенькие. Следующий ход. Берем это же сверло 6 мм и делаем пару колечек, для того, чтобы потом можно было в дальнейшем повесить на какую-то веревочку. Той же наждачкой можно закруглить вот эти вот краешки, чтобы они ни за что не цеплялись. Ну и остаются финальные этапы. Сборка и полировка. Вначале полируем, чтобы колечки ни за что не цеплялись при полировке. Можно делать это просто куском войлока с нанесенной пастой Гоя на него. Но мне повезло больше. У меня есть маленький полировочный станочек. Эффект до полировки и после полировки интересно будет видно на камеру. Продолжаем. Получается вот такое вот счастье. Дальше удаляем остатки пасты Гоя. Если не вычищаются сами просто так, можно смочить щетку в чем-то типа бензина, растворителя и тому подобного. Ну вот, результат.
Ну и финал. Наши колечки. В принципе, вот он результат. Спасибо за просмотр. До встречи.